Главные ошибки при работе с давальческой схемой по учету сырья в строительном бизнесе. Привет, коллеги! Давайте разберем эти ошибки. Ко мне очень часто обращаются предприниматели, которые занимаются ремонтными работами. То есть они подрядчики, которые выполняют ту или иную функцию на стройке. Кто-то получает бетон, потом заливают в плиту, кто-то получает арматуру и делает каркас. Но когда мне предприниматель говорит, у меня давальческая схема, я начинаю что в первую очередь смотреть договор. И, к сожалению, в договоре ни слова не нахожу о применении давальческой схемы и давальческого учета. Соответственно, первая ошибка – это мы не контролируем договор и не прописываем все пошаговые действия, которые нужно совершить при данном учете. Итак, заказчик вам, подрядчику, дает сырьевую базу. В данном случае это строительный материал, не знаю, там кирпич, болты, шурупы и так далее. Вы получаете это сырье по форме М15, учитываете у себя за балансом. Как только вы работу выполнили, вы должны составить отчет по форме М29, отчет об использовании материалов. И вот тут происходит загвоздка. Заказчик вам М15 дает, указывает даже адрес объекта, указывает количество материалов, которые вам передал, и указывает стоимость. И очень многие подрядчики думают, ага, он мне дал М15, значит я это должен учесть у себя в учете, начислить там НДС, сделать определенные отчисления и так далее. Нет, учет давальческой схемы не предусматривает никаких налогов. То есть, по сути, вам заказчик передает материал для того, чтобы вы что-то из него сделали, именно в интересах заказчика. Поэтому вам просто передают материальные ценности, за которых вы несете ответственность и, соответственно, используете. В отчете М29 обычно вы расшифровываете. Бывают всякие моменты. Бывает, что какая-то часть материала бракованная, либо часть материала по факту вам не довезли какую-то штуку, либо упаковку, либо там, не знаю, болт, шуруп. Для этого все в форме отчета М29 вы расписываете, сколько конкретно за определенный период времени вы использовали материалов. Еще бывает такая ошибка, когда заказчик покупает сырье, то у нас есть программа 1С. 99%, а может быть 99,9% населения всего и бухгалтеров работают в программе 1С. И ошибка в программе следующая. Конфигурации типовые не предусматривают на основании поступления сырья сделать передачу М15. Мы со своими программистами сделали определенную доработку, поэтому, вставая на этот документ, мы сразу же делаем передачу сырья по форме М15. Это очень интересная доработка, которая позволяет уменьшить трудозатраты бухгалтера, потому что строительный материал – это не одна, не две позиции в номенклатуре, в УПД в документе, а их бывает тысячи. Данный лайфхак пользуйтесь и просите своих программистов, чтобы они сделали вам такую волшебную кнопочку. Или обращайтесь ко мне, у меня самая лучшая команда программистов, которые сделают и оптимизируют вам все ваши процессы в 1С. И ваш бухгалтер будет счастлив. Итак, последовательность запишите себе обязательно. Как только вы от своего поставщика приобрели сырье, вы выпишите сами себе документ о приходовании сырья по форме М4. После этого вы выписываете на основании М4 документ М15, передача сырья в переработку тому или иному подрядчику. Дальше, когда подрядчик выполнил уже все работы, он вам отчитывается в виде формы М29. И уже только на основании вашей техзак, который непосредственно оформляет плановый экономический, скажем так, отдел, который оформляет КС, на основании М29 будет сделать КС, и это будет акт, который будет подтверждать выполнение ваших работ перед вашим заказчиком. Документы – это защита, и защита в первую очередь от всяких претензий со стороны налоговых органов. Чтобы избежать рисков до начисления налогов, неправильной трактовки ваших договорных отношений с вашим заказчиком, обязательно контролируйте свой документооборот. И как на практике оказалось, когда вызывают в налоговые органы и говорят, докажите, что вы с этим подрядчиком работали, самые главные документы, которые подтверждают вашу хозяйственную деятельность, эти все документы М15 и М29. Прошу вас обратить внимание на материально ответственных лиц, которые подписывают документы в этих формах. Обязательно должен быть член комиссии по материально ответственным лицам и 2-3 человека, которые
кладовщик, прораб, которые подписывают и принимают эти материалы. Избегайте рисков, не попадайтесь в налоговую на каких-то глупых вот таких ошибок, когда у вас нету этого документа оборота. И самое главное, в договоре прописывайте поэтапность шагов всего документа оборота. Еще при давальческой схеме давайте поговорим о проводках бухгалтерского и налогового учета. Когда вы приходуете сырье, вы делаете проводку дебет 10, субсчет 1, кредит 60. Когда вы это сырье передаете своему подрядчику, у вас будет дебет 10, субсчет 7, а кредит 10, субсчет 1. И в тот момент, когда вам подрядчик дает форму М29, вы в этот момент после проверки документов делаете проводку дебет 20, а кредит уже 10, субсчет 7. Таким образом, 10, субсчет 7 у вас закрывается в ноль. Никаких налоговых начислений у вас не будет, а ваши затраты уйдут в дебет 20 счета. Проверяйте грамотность проводок с точки зрения бухгалтерского и налогового учета. Уважаемые подписчики, друзья, коллеги, я очень долго, несколько месяцев со своей командой готовилась к курсу, который сейчас запускаю. И кому он будет полезен? Предпринимателям, кто хочет повысить свою финансовую грамотность. Главным бухгалтерам, которые работают одни в одиночку без помощи финансового директора, которые уже устали составлять вручную в Excel все свои управленческие отчеты. Я благодаря этому курсу подарю вам автоматизированные плагины и модули, которые встраиваются прямо в 1С, и вы в режиме онлайн будете видеть все отчеты. PL, доходы и расходы, отчет кэшфлоу, ДДС, где в разрезе контрагентов вы увидите приход-расход, платежный календарь. Ну и, конечно же, эти отчеты вам помогут выстроить финансовую дисциплину на вашем предприятии, а бухгалтеру облегчить ему работу и его трудозатраты. Как уйти от претензий со стороны налоговых органов и, естественно, избежать штрафов, и какие документы у вас должны быть при подрядных работах, давайте об этом поговорим. Очень часто компании не имеют материальной базы, не имеют трудовых ресурсов, но заключает договор с заказчиком и говорит, что я это все выполню. На эти работы нанимает иностранцев, мигрантов, которым неофициально, скажем так, платят заработную плату. И на сегодняшний день претензии налоговых органов следующие: к заказчику, потому что он является выгодоприобретателем, а потом по цепочке и к вам, к подрядчикам, что вы заключили договор, не проверили своего подрядчика на наличие материальной базы, на наличие трудовых ресурсов. У вас даже бывает так, что нет инструмента элементарного на балансе, нету договорных отношений с транспортными компаниями, с арендой спецтехники и так далее. Поэтому здесь, когда вы просто в голом виде даете КС-ку, какая бы она у вас красивая ни была, и согласно смет, все четко, циферка к циферке, этого, к сожалению, недостаточно. На сегодняшний день налоговые органы хотят убедиться о том, что в реальности работы выполнялись. Обязательно у вас должны быть на объектах журнала учета входа, выхода ваших сотрудников. Кто конкретно в какую смену работал. Это подтверждающий документ. Журнал выполненных работ поэтапно, где в какие сроки вы эти работы выполняете. Итак, помимо КС-2, это мало, нужно еще куча подтверждающих документов для того, чтобы обосновать данную сделку и избежать рисков как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика. И самые главные документы, которые просят, это наличие квалифицированного персонала у привлекаемых подрядных, субподрядных организаций, журналы доступа сотрудников привлеченных организаций на объекты строительства, доверенности на представление интересов, журналы оформления пропусков, заявки на эти пропуска, документ, подтверждающий проведение предпроверочных действий. То есть вы проверили своего подрядчика, вы запросили о нем выписку из Единого государственного реестра, вы запросили у него паспортные данные, вы запросили у него штатное расписание, вы запросили у него сводку о наличии материальных ресурсов. Все эти косвенные документы будут подтверждать и гарантировать вас безопасность выездных и встречных проверок, потому что у вас документы все эти должны быть.